Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня на кухне у Евы мы приготовим пышные постные оладьи на дрожжах. Рецепт этот родом из СССР. Именно подобным способом готовились невообразимо вкусные и пышные оладушки. Они подавались и в детских садах, и в школах, и в других точках общественного питания. Советский Союз давно канул в лету, но дрожжевые оладьи, рецепт которых мы сегодня подробно разберем, до сих пор не оставляет никого равнодушным. Приготовьте и вы, и убедитесь, что эта постная выпечка достойна быть королевой семейного чаепития. Но перед этим досмотрите видео с рецептом до конца, чтобы не упустить секреты приготовления. Для оладий нам понадобятся простые доступные продукты: сахар, соль, мука, вода и дрожжи. Готовим мы оладьи на воде, поэтому ее мы первой и выливаем в миску. Желательно предварительно подогреть воду до 36-37 градусов, то есть до температуры вашего тела. Всыпаем сахар и соль. При помощи венчика растворяем их в воде. Если соль и сахар не до конца растворяются, ничего страшного. Их растворение продолжится с дрожжами. Теперь добавляем дрожжи, перемешиваем при помощи венчика. Я использую сухие, быстродействующие дрожжи. При желании можно их заменить свежими в соотношении 1 к 3. То есть вместо 11 грамм сухих быстродействующих дрожжей можно взять 30-33 грамма прессованных. В Советском Союзе пышные оладьи готовили именно из свежих дрожжей, но мне удобнее использовать сухие. Выпечка из них получается фантастически пышной. Даже сдобные калачи пекут только с быстродействующими дрожжами. Видите, даже при простом перемешивании на поверхности образуются пузырьки. Дрожжи работают. А значит, можно добавить муку. Всыпаем четверть муки и перемешиваем. Добиваться идеальной однородности не имеет смысла. Пока мы будем замешивать тесто, мука разойдется и никаких комочков не будет. Всыпаем вторую часть муки и продолжаем замешивать тесто на дрожжевые оладьи. Для удобства вы можете приготовить его при помощи миксера, тестомеса или хлебопечки. В этом случае можно высыпать муку всю сразу. Добавляем предпоследнюю четверть. Продолжаем мешать. Мне удобнее готовить тесто для оладушек вручную, поэтому я всыпаю муку частями. А как вы обычно замешиваете тесто? Вручную или используете кухонную технику? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Высыпаем оставшуюся муку и продолжаем тщательно вымешивать. Чтобы оладушки на дрожжах получились пышными и вкусными, нужно сейчас вымесить тесто до такой степени, чтобы оно легко отставало от стенок посуды. На это уходит от 4 до 6 минут. Пока я буду этим заниматься, подпишитесь на мой канал. Этим вы поддержите его развитие и покажете мне, что оладьи на дрожжах, рецепт которых к нам пришел с советских времен, вам нравится. Тесто отлично отходит от стенок. Оставляем его отдыхать до тех пор, пока оно не увеличится в объеме вдвое. Прошло 15 минут. Тесто выросло. Аккуратно его обминаем. Делаем это для того, чтобы хорошо развилась клейковина муки. Иначе у нас постные дрожжевые оладьи получатся не очень пышными и чересчур ноздреватыми. Опять оставляем тесто расти. Прошло еще 15 минут, и тесто снова увеличилось в объеме. Разогреваем сковородку, наливаем в нее масло. В этот раз мы тесто уже не обминаем. Аккуратно набираем кусочек теста в ложку, смазанную растительным маслом, и выкладываем на сковородку. Накрываем крышкой и жарим оладьи на сковороде при среднем нагреве плиты. У меня это 130 градусов из 240 возможных. Видите, как хорошо они растут? Просто прелесть. Подрумянившиеся оладушки переворачиваем на другую сторону и дожариваем их снова под крышкой. Если вам полезен мой любимый рецепт дрожжевых оладий, пожалуйста, поставьте отметку «Нравится». И поделитесь видео со своими друзьями в социальных сетях. Пусть они тоже узнают, как пожарить воздушные и нежные оладьи. Приготовленные пышные оладушки на дрожжах выкладываем в тарелку. Пережариваем таким образом все тесто. При необходимости подливайте масло в сковородку. Кстати, формировать оладьи можно и влажной рукой, выдавливая тесто из кулака. Но я пока еще не освоила эту премудрость, и поэтому выкладываю на сковородку всегда только при помощи ложки. Готовые оладушки можно выкладывать на бумажное полотенце, ведь они довольно жирные, так как масла на поверхности выпечки предостаточно. Советский рецепт оладий на дрожжах не предполагал добавления масла в тесто. Из-за этого жира на жарку уходит прилично. У меня на эту порцию тратится около 50 мл. Вот наши оладушки и готовы. Вы поглядите только, какие пышные оладьи получились. Нежные, румяные и очень-очень вкусные. Мало того, они остаются такими же пушистыми и вкуснейшими даже на второй день. Большое спасибо вам, что досмотрели этот ролик до конца. Приятного аппетита! Пока-пока!